Всем доброго времени суток, с вами дядя Жорик, и это прекрасная игра Mass Effect 1. Больше всего этой игре подходят слова именно прекрасная, очаровательная, пленящая, блистательная, красивая, неповторимая. Слова великая и тому подобное, это оставим для других игр. Mass Effect 1 просто прекрасен. Ну и велик тоже. Так, что тут осталось? Некоторые диалоги, парочка заданий, таких вот заданий, которые выполняются стоя на месте на цитадели, и купить, что-то купить. Commander, I know it couldn't have been easy for you down there. Making the call between Alenko and Williams must have been... I'm sorry, sir, I don't know if I could have done it. Что тут выбрать? Не знаю. Все равно красную полоску я уже прокачал, мне не обязательно выбирать нижние диалоги. Но все равно мне это больше нравится. Sometimes making the tough choice is the only way a mission can succeed. No, I'm not blaming you, Commander. I'm just... I mean, it's hard, you know? Sarah's still out there, Joker. Hold it together. We need you. Don't worry, I won't let you down. I want to be there when you make that son of a bitch pay. Так. I'll be okay, Commander. Just need some time. Так. Ну, эта дверь закрыта, потому что мы же не пойдем обратно, вот на Вермайер, правильно? Это сюжетные миссии, где нет города, вот планета, где сюжетная миссия, но там нет города. Туда нельзя вернуться. Так. А на Феррос и на Наверию, пожалуйста, можно вернуться. К торговцам пойти. Я на Ферросе сохранил жизнь торговцу. Он есть. Ну только торговец плохонький такой. Как и к нему не это самое. Ничего у него нету стоящего. Он наш Кайден целеханик, жив, здоров. Интересно, он зависнет опять. Я делаю сейв. Ну, перезагружу. Наверное, опять зависнет. Все время зависает. Да, зависает. Зависает. Это, видимо, самая первая версия этой игры. То есть наипервейшая. Вот перед вами она самая, она любимая. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Может быть, спросить у него про Кайдена Аленко, а чего тут зависает на нем? И тоже сейчас зависнет. Да, тоже как-то он плавно к ней подлетает. И все. Приехали. Вот Нормандия в первой части, я говорил уже об этом не раз, она гораздо приятнее, чем в других частях. Там куча этажей, куча всего, там измучаешься просто, пока обойдешь это все. Здесь гораздо приятнее. Так, ну, Стали нету диалогов. С ней нету диалогов, Стали. С нашей любезной Тали. Ну, в смысле, не появилось ничего нового. Hey, Shepard. You need something? I should go. Я уже, ну, только что я уже обошел всех. Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Я уже всех обошел, поэтому я знаю, с кем есть диалоги, с кем нету диалога. С Кроганом есть диалог. И вот эти вот ребята. You have my gratitude, Commander. Most people would have left our team behind. The captain considers the mission a success. I defer to his judgment. Let me see what you have.
Еще один бедный торговец, соларианец. Ну что это за это самое? Смешно просто. О, не инструмент. Это надо купить. I suppose. I suppose. Я его куплю. Я его куплю. У меня же еще освободить надо инвентарь. Столько я там выкинул этих аптечки, вот эти улучшения, медицинские улучшения брони, сколько их повыкидывал. It was an honor working with you, Commander Shepard. Despite the losses, our mission was a success. My superiors will duly honor Chief Williams for her actions. Her sacrifice has earned humanity a great deal of respect from my people. А когда сейчас играл, я вот это выбрал. Да, я это выберу теперь. Ash was a hell of a soldier. She knew what the risks were, but she did what she had to. Of course, the grim reality that every soldier must accept. Rest assured, Commander, my men and I will not forget what you have accomplished here. We will leave your ship as soon as you reach your next destination. А его реплика, по-моему, одна и та же. Commander, things got heated back on Vermeer. You did what you had to do. I respect your choice. I appreciate what you did, Rex. I won't forget it. Just make sure it was worth it. Saren has to pay for what he's done. We'll have him soon enough. Then he can answer for his crimes. He'll do more than just answer if I have anything to say about it. So long, Rex. Shepard. Так. Что, Карус? Commander, I want to thank you. Было For уже. yours, for everything. Taking me with you, letting me be part of your team. I've learned a lot. I've thought about what you said, about eliminating the threat immediately, regardless of the cost. You were right. You were right about our assailant, too. Killing him was the only solution. This way, we'll know never hurt anyone again. Во всех трех частях Mass Effect 1, 2, 3 везде с Гарусом надо выбирать вот эти красные реплики, нижние реплики ренегата, отступника. Вот их надо выбирать всегда. Это все ему подходит, потому что он такой борец с несправедливостью, борец за справедливость. Вот это все ему подходит. Words mean nothing until you turn them into action, Garrus. What are you going to do about it? I'm going to reapply for Spectre training. We'll probably kill my father, but I've got to try. If that doesn't work, I'll do just about anything, except go back to CSAC. I'm done with him. No more red tape, no more politics. From now on, I do things my way. По-моему, это уже был, я уже говорил с ним об этом. I'm glad to see it that way. Keep that in mind when we meet Saren. Don't worry, Commander. I will. Ну что, вот надо обязательно... подождите. О, я Эшли такую броню, это самое, снарядил ее такой броней, и вот оказывается... Так. Так. Я сейчас куплю все лучшее, понятное дело. Но чтобы что-то купить, надо освободить место. Вот у меня и денег, кредитов, потолок, и этого потолок, и... Всего у меня потолок. Столько я выкинул этих медицинских экзоскелетов. Один есть. Еще есть. Еще есть. Хоть я там штуки 3-4 выкинул. Так, я их дам Гарусу. Гарусу я их дам. И, Крогану я ими буду играть. Вот это все, инвентарь, это все убрали из второй, третьей части. И сделали очень зря. Потому что это очень сильно интересно. Все очень интересно. Это очень... Надо было, наверное, играть за солдата мне, потому что
все оружие ему доступно. А в этой вот игре, вот в Mass Effect 1, лучшее оружие это штурмовая винтовка. Вот во втором Mass Effect это снайперка гадюка, и в третьем Mass Effect это снайперка же гадюка и дробовик крестоносец. А вот в первой части автомат, и доступен, по-моему, он только этому, только воину, солдату доступен. Поэтому стоило играть, наверное, мне за этого, за солдата. Или за стража, потому что у него и вот этот вот биоусилитель, и это вот уни инструмент. Оба у него, ну, интереснее так было. Так. Так, подождите, надо что-то надо выкинуть банально, что-то банально выбросить надо. Вот снайперки совсем бесполезные, совсем бесполезные снайперки. Вот в этой игре, в первой части, снайперка это 0. Это просто 0. Его качать долго. Во второй, третьей частях отказались от этой прокачки снайперки дурацкой. Там самое, все доступно сразу. Так, надо купить у него еще. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Так, снайперка нам даром не нужна. Ну, дробовик Шепарду нужен. По-моему, только Шепарду дробовик нужен. Больше никому. Подожди, сколько стоит? 1 000 000. Да вы что? 1 000 000 стоит. Ничего себе. 2 миллиона. Вот вам и баланс такой. Купили. Вот и все, сейчас уйдет. Штурмовая винтовка. Так. Для Крогана. Тоже купили. На Цитадели тоже куплю. Там тоже есть. Снайперка даром не нужна. Ну, у Крогана это самое, вот тут защита тех биурона выше и выше щиты у Крогана. А вот это пониже штук на 20 с чем-то единиц. Так, 330 это ерунда. У Шепарда уже лучше. Ну, пистолет тоже, конечно, Шепарду нужен. До 562 тысячи. Пистолет Шепарду тоже нужен. Конечно, нужен. Штурмовка цунами, средняя броня. Кроган тут моего 500 с чем-то щиты. Вот я все пытаюсь увидеть гетовское что-то, гетовскую броню пытаюсь увидеть. Ну, что-нибудь гетовское не получается. Хотя лицензия у меня есть гетов. Ну, это снайперка, вот видите, это 8. Это 8, не надо их покупать. Их не надо покупать. Так, я купил, что я купил? Снайперка, тяжелая броня. 10, то есть с десятки я купил 3. Снайперка не нужна даром. Так, она даром, шаром не нужна. Совсем не нужна. Так, ну здесь все. На Цитадель. Вот когда мы уйдем сейчас с Цитадели, уже возврата на Цитадель нету. Так что надо все купить, все задания завершить. Такой же мотив встречается во втором Mass Effect. Там тоже, когда вы уже уходите, уже в конце уходите окончательно завершать игру, то уже нельзя, нету возврата, нету. Так, тут все, да? Тут все. Нет. Да, я еще вернусь. Сюда вернусь я еще.
Надо. Forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and Scath. Took them long enough. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, sir. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Seven. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the terminus systems. You think a blockade's going to stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the new relay, deep inside the terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Seven's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers, and then only in visions. We won't invade the terminus systems because of a dream. Secrecy isn't his greatest weapon, the conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. За свои задницы боятся эти вот деятели. One ship going into terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Короче говоря, вот эти все деятели, власть вот это, почувствовали опасность для своего положения, что Шепард все сам сделает и власть к нему перейдет. Вот они испугались уже за свою власть. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Nobody stabs me in the back, Udina. Nobody. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Commander, I've got a message from Captain Anderson. Are you spying on me, Joker? No, sir. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. Так, кого возьмем? Старая гвардия. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Так. А дробовик. Беру себе дробовик. Который 1 000 000 стоит. Так, пистолет тоже беру себе. Так. И урноту я беру вот штурмовую винтовку великолепную. Вот великолепная штурмовая винтовка.
Girls. По-моему, то, что у него лучше всего. Перезарядка лучше. Перезарядка, наверное, лучше всего. Ну, броню вообще-то, может, придется сменить. Возможно, придется сменить броню. Давай-ка сначала я займусь-ка сначала этим Кроганом. Так, у Шепарда 8, понятное дело. Вот Крогану надо дать 7 и 8 у Крогана. Это... Так. И здесь 8, и здесь 8. А десятки нет пока? Чуть незаметно. Другие десятые выпадают, другие предметы 10 уровня. А вот это не выпадает. Улучшение брони. И то 6. Так. Медицинский экзоскелет. Там один был, вот. Это 7, 6. Вот он. Так, 3, 5. Я наверняка делаю, что... Так. Три, 5 тоже. Есть 4 регенерации жизни, вот эти показатели тоже больше. Сопротивляемость токсинам, сокращение времени восстановления умения. Такие, но они реже выпадают намного. Они реже выпадают. Так, Кроган. Броньки всегда лучше, которые ты покупаешь. Они всегда лучше, которые ты покупаешь, чем те, которые выпадают где-то в виде лута. Так, теперь-ка давай-ка так. Антифрикционные материалы 8. Вообще, знаете, что вот эти вот, они дорого очень стоят. Улучшения стоят дороже, чем оружие. Вот улучшение стоит дороже, чем оружие. Поэтому продавайте в первую очередь оружие, ненужное оружие продавайте. Так, сейчас прямиком к торговцу СБЦ и куплю у него тоже. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Ну, прям как вот останки Тамерлана тронули перед войной, перед Второй мировой войной, тронули же советские эти историки, археологи, тронули же останки Тимура. И началась война. Вот тут прямо как это, Ханары. Вот Ханары не дают, чтоб тронули останки. Hello, Commander. Show me what you got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. Так, снайперская винтовка даром не нужна. Ну, дробовик.
Кому он нужен? У них автоматы у обоих. Так, ну куплю 10-е. 10-е. Пистолет Кайдена, что ли, купить? Пистолет этот. А вдруг я Кайдена возьму? А? Давай возьму тоже. Кайдену дам его. Зря, что ли, жизнь сохранил. Целый второй раз за эту серию. Вот у акварианца отменная бронька, но я акварианцем не играю. Акварианцем не играю. Акварианцем мы не играем. Так, идти разговаривать с этим надо в последнюю очередь. С этим самым, как его, с Андерсоном. Так. Куда? Рынки. Welcome back, Brother Clan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? Show me what you got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. И где мои 10 миллионов? Улетели. Снайперская винтовка. В этой игре она не значит вообще ничего. Вообще ничего не значит. Так, о чем я говорил? Гетское что-нибудь. Что-нибудь гетто можно? Может быть, в конце будет что-то выпадать? Нет, гетского нет. То есть лицензию я приобрел гетто, Get Armory, по-моему, называется, но ничего не выпадает у меня. Yes, human. You need something, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Может быть, освободитель это гетский? Нет. Освободитель от кварианцев гетов, то есть. Ну, ниже в списке это уже худшее. Худшее, тут тоже вот хороший для кварианца броня. Yes, human. You need something, yes? Oh, you will be pleased, I think. Very good thing. Штурмовая винтовка, которая стоит 500 000. Вы чё, ребята? То есть всякое фуфло продают тут, всякое фуфло и стоит огромных денег. Всякое фуфло. Ну нет у тебя ничего, соларианец. Нет у тебя, нет. У тебя нет ничего. Так, 2 задания на президиуме. Одно здесь. Оба в этом, оба. Оба около сверхновой. А называется это флекс. Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. It's Commander, actually. What do you want? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I don't remember seeing you hip-deep Geth back on Eden Prime.
I'm not on the front lines, but I'm making sure our jobs don't get outsourced to the aliens. I need every edge I can get. Specifically, I need a certain mental stimulant. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. What is this stimulant exactly? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused and keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why did you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. Is your assistant incompetent or just inexperienced? Worse. He's an alien sympathizer. My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Just forget my assistant. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Just forget my assistant. Вот здесь надо это выбрать. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. Вот оно. Will overdosing on stimulants and getting arrested help humanity, Keeler? Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. Теперь Шепард спасает наркомана. You won't be doing humanity any favors if you overdose during negotiations. Get help now. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without I don't know anymore. I get so tired when I run out of stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry I came to this. Жаль, а там этот, там Андерсон сидит. А тут еще одно заданице. Excuse me, you're the Spectre, right? Чарльз Сарацино. Английское имя и фамилия итальянская. Commander Shepard, it is an honor to speak with you. Cram, Your Honor. What's this riot about? I'm Charles Saraceno of the Terror Firmer Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? You're marking the end of the First Contact War with a protest? As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy, and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? Because they have bigger guns. If they have bigger guns, we should increase military spending. Instead, we sign away our right to defend ourselves with treaties. I like the way you think. I'm a patriot, Mr. Saraceno. You've got my vote. It is gratifying to hear. Что-то они то We can't allow anything like Shamshi to happen again. Since I have your vote, could I convince you to issue a public statement of support for my candidacy?
The support of the first human spectre would be invaluable. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. I have to work the crowd, Commander. Maybe we can do lunch sometime? Так, что делать дальше? Что делать дальше? Так, штурмовая винтовка идет кому? Урноту я дал. Урноту Гарусу она идет. Она пошла Гарусу. Это я Кайдену хочу отдать. Так, ну пойду продам какой-нибудь хлам. То есть, уходя на последнюю миссию, надо обязательно купить 10-й набор спектра. Набор спектра 10 уровня. Ну, они их только 8-го есть и 10-го. Ну, 10-го. Yes, Commander. Is there something I can do for you? Let me take a look at what you have for sale. Of course. Так. Медицинский интерфейс 6. Конечно, я продаю. Тоже продаю. Пистолет Карпов. Продаю. Это Кайдену я хочу отдать. Тоже не хочу продавать. Ну, вот эти вот штурмовые винтовки, от которых я избавился. Ну, с 7-го уровня, то есть. И 8-го, 7-го, вот. Они попали все в инвентарь. Ohne инструмент. Может, для Кайдена его оставлю, там посмотрю. Это я уже проверял, броньку я уже проверял. Соколов дробовик. И цены какие уже пошли в инвентаря. Цены какие пошли. Вот если мне это понадобится вот в больших количествах, я пойду на Феррос или на планету Часку, и там из этих волшебных сундуков, двух волшебных сундуков все выбью. Так что это не проблема. Я что-то продам, потом захочу. Цены, конечно, дичайшие. Сейчас у меня опять будет 10 миллионов. Ой-ой-ой. Дичайшие цены. Ей продавать очень выгодно. В два раза больше она. В 2 раза больше она это самое. Видите, что-то я хотел посмотреть.
вот это я хотел посмотреть. Боевая оптика 8. Боевая оптика 8. Ну вот это антифрикционные. Антифрикционные спрячу. Антифрикционные 8. Я уже смотрел. Ну, так. Это что? Ах, вон оно где. Вон оно где. Вот куда антифрикционные пойдут. Вот они куда пойдут. Радиатор 3. Радиатор 3. Полониевые патроны. Инферно. Наверное, не очень круто это. Вот кувалда это, по-моему, продолжение полониевых патронов, но там поглощение тепла. Поглощение тепла там минус. Да тут, наверное, еще на парочку по 10 миллионов всего у меня. Всего. Так, улучшение этого. Так. Yes, Commander. Is there something I can do? Let me take a look at Of it. course. Биоусилители солярис. Ну, дикие цены, просто, ну, дичайшие цены. Тут миллионером можно стать в этой игре, миллиардером просто вот. Триллион, квадриллион, вот таким тут можно стать богатым в этой игре. Вот настолько богатым можно стать. Штурмовая винтовка хищник. Продали. Еще раз штурмовая винтовка хищник. Продали. Рельса. Вызывает, уменьшает поглощение тепла. Продали. Все, опять у меня полно всего этого. Так. У Нигеля тоже максимум. Так, теперь куда? Теперь, наверное, просто на Нормандию. Ну, сначала к этому товарищу. Можно слетать на Наверию, на Ферос, там тоже торговцы. Подходите к торговцам, к любым торговцам подходите. Сохраняйтесь около торговцев, около них сохраняйтесь, быстрый сейв делайте. И потом перезагружаете, и до тех пор, пока у них не будет хорошего чего-то. Броня высокая, с большими защитами, антифрикционные материалы, чтобы оружие не перегревалось, медицинское вот это вот, усиление брони медицинское, медицинский экзоскелет. Вот хорошие вещи, чтобы выпали у них. Так, я же не был. Так, я здесь уже все посмотрел. Президиум. Финансовый район, посольство. Нигде заданий нету больше. Так. Идем к нашему любимому торговцу. Самый очаровательный торговец. 1 minute. 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 1
Commander, it is good to see you again. Would you care to see some of its fantastic items today? Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Надо, конечно, сохранять, как я сейчас говорил перед ним, но я не буду этого делать. Лучше у него. Так, турианец. Ну, чуть получше, чем у него есть, но зато тербиоурон выше у него. Так, Крогана лучше гораздо. Но это уже вниз пошло. Чем ниже в списке, тем хуже. Смотрите. То же самое, что у него. То же самое, что у него у Турианцева. Та же броня, та же самая. Commander, show me your items. Oh, this one is pleased. Commander, show me your items. Oh, this one is. Ну, немножко неудобно вот так вот каждый раз перезаходить у этого торговца. Вот у них редко бывают биоусилители и инструменты, крайне редко бывает у них. Так, все. Мне нечего делать больше здесь. Больше нечего делать здесь. Двигаем куда? Двигаю эту самую СБЦ. Нет, почему СБЦ? Сверхновую? Мне надо же с этим сыном Андерса поговорить надо. С сыном, который сын Андерса. А вот этот вот Ханар, то есть Саларянин, все время стоит. Hey, try your luck, wait on you. I'm waiting for someone else. Hey there, Black. Вот если с ним танцевать, то зависнет все. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. The Normandy's been grounded. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Islas. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get into the terminus systems undetected. She's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans are sorry, everybody. You're the only one who can stop it, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy is your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. What's the plan? I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area controlled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. There's got to be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be here. If he is, I'll just have to think of something. The ambassador won't forgive this, Captain. You'll be charged with treason, capital offense. We don't have a lot of options. I break into the ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Ну пусть даст по морде Удине. You'll have a better chance to go after the ambassador's computer. I was hoping to say that. The ambassador made this personal.
You ready to get the hell off this station, Commander? Ну да, наверное. Что еще тут делать? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Ну, в принципе, я могу еще посетить торговцев, еще тут можно их посетить. Но улетев с цитадели, уже нельзя будет вернуться на нее. Даже не будет кнопки, чтобы на нее вернуться. Presidium technicians are struggling to understand why a computer system catastrophically overloaded recently. Technicians are reportedly unsure of what caused the malfunction, or even what the system was originally designed to do. CSEC is investigating the possible vandalism or misuse of public property. Stand by, shore party. Decontamination in pro. Anderson? What are you doing here? I didn't send it. Get us out of here, Joker. Now. Так, мы еще можем полететь на Наверию, на Ферос, на любые планеты мы можем полететь. Но на Цитадели уже нет. Мы можем туда прилететь, но сесть не сможем. Can't believe we stole the Normandy. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part of me loves this. Видите, выйти уже нельзя. Мы сейчас на Цитадели, но выйти нельзя. Oh, damn it, no sign of pursuit? I was hoping the council would send some ships after us. I was looking forward to putting the Normandy through her paces. Figured I'd get to see what this ship can really do. Saren's still out there. Maybe we'll get a chance to play hide and seek with Sovereign. You know, it doesn't seem like much fun when you say it, Commander. So you need something? Вообще, вот Mass Effect — это очень такая большая социальная составляющая в ней. Вот истории людей. Вот очень такой красочный персонаж, вот этот вот Джефф Моро, Джокер. У него синдром Фролика, больной, но стал лучшим пилотом. И при этом он юморист. В третьей части Mass Effect вообще там у него роман с Сузи, может быть. Представьте себе роман с Сузи. Ну, Сузи там это робот, которая потом приняла женский облик. I have to go. То есть каждый персонаж в этой игре, он, ну, как бриллиант, вот как шедевр. В серии, во всей серии. Так, что я хотел? Я хотел поговорить с ними тоже, со своими орлами, что они скажут. Их реплики хочу послушать. Что они скажут по поводу того, что улетели. Потом повода, возможности уже не будет. It's strange, being a fugitive from the Alliance. This crew has sacrificed everything for you, Shepard. Don't let us down.
It's strange, being a fugitive. This crew has sacrificed everything. Других реплик у него уже нету. Ну, с Азарией-то мы зависнем. Так что к ней я даже не иду. С Кайденом тоже зависнем. Кстати, они близко друг от друга. Вот там вот Азари, вот здесь Кайден. С чем, может быть, это связано с местом, что на них игра зависает. Попытка поговорить ни к чему не приводит, только к зависанию приводит. Так, они уже ушли. Вот эти соларианцы уже ушли. Вот если бы я там действовал менее успешно, то соларианцы погибли бы. We're fugitives on the run. Very exciting, Shepard. I wonder what the council will do to us if we got caught. If they catch us, then Saren finds the conduit. Whatever the council's got, I guarantee the Reapers will do worse. That doesn't make me feel any better. Let's talk about something else. I should go. See you later. Мы уже поговорили об этом. Что сейчас Адамс скажет, мне интересно. Heard we're headed into the Terminus Systems, Commander. Don't worry, sir. Normandy's a hell of a ship. She'll get us through this. Хоть один поддержал Шепарда. Не стал на него набрасываться, как эти две особые. Stealing a Alliance ship, risky stuff. But I'm right behind you, Shepard. It's the least I can do. You think I'm crazy, don't you? Sometimes crazy is the best way to go. I just hope they don't catch us before we get our hands on Saren. They won't. With you, anything's possible. So long, Rex. Shepard. Так, я дам Кайдену пистолет этот. Кайден дам пистолет. Вдруг я возьму его с собой. Хотя вряд ли. Очень навряд ли. Но он ничем больше не может пользоваться, Кайден. Дай ему вообще все, дай ему. Он не может пользоваться ничем другим. То есть оружие очень разное, смотрите. Огонь до перегрева вот какой, 64,6. Зато точность 53, меньше. Тут у него больше точность, это меньше. То есть выбирать надо то оружие, у которого все на месте. Штраф, винтовка, стена огня. Ну, да, пусть будет у тебя вот эта штурмовая винтовка, стена огня. Пусть она у тебя будет. Если там лучше ничего нет. Да вот это же и лучше, вот возьми. Возьми вот эту вот эту вот самую. Эту вот самую. Спектровскую. Огонь до перегрева, точность выше. Давай возьмем тоже ему эту. Ну, пистолет я ему сейчас дал, самый лучший пистолет. Ну, снайперки это вообще странное оружие такое, знаете, вот. Очень странное оружие в этой игре. Ну, наверное, перезарядка умений круче всего. Стоит играть за стража, знаете, вот в эту игру Mass Effect 1 надо играть или за стража, потому что интереснее всего. У него оба инструмента, оба, это интересно. Или за солдата, у него все оружие, в том числе лучшее оружие, автомат, штурмовая винтовка. Вот запомните, вот или за этого, или за это играйте. А во второй, третьей части, ну, я играл за этого, почти всегда за разведчика и разок за инженера. За инженера, кстати, тоже интересно.
Тоже интересно за инженера. Тоже интересно. Так, этот самый, я ему тоже в свое время купил нашему. Вот, видите? Вот, набежало что-то. Вот так. Вот так вот. Так, что у тебя? Что у тебя? Медицинский 5-й, медицинский 6-й, да? Медицинский 7-й. Вот вместо 5-го пусть будет у него 7-й. Так, парень, я вроде бы тебе все дал. Все дал я тебе. Улучшу твое единственное оружие, кинетический стабилизатор, минус уменьшение отдачи, кинетическая катушка, уменьшение отдачи, это то же самое, но лучше. Рельса нам не нужна, нам это все. Так, я ему даю кинетическую катушку. Второе, что, ну, извини, Кайда, нету для тебя, у меня уже этих вот антифрикционных материалов. Ну, когда фрикции нету, вот что делать, чтобы не было фрикции, вот этого у меня для тебя нету, к сожалению. К сожалению, нету. Ну, радиатор, вот, все, что осталось. Фугасные, смотрите, фугасные патроны. Плюс 500% тепловыделения, плюс 500 огневая мощь. В этой игре это не надо, ребята. Mass Effect 1 это легкая игра. Качайте там волшебные сундуки. Все это легкая игра. Удовольствие, это наслаждение. Это не бой. Это Mass Effect 1 это вообще другая игра, другой мир. Другой мир компьютерных игр. Другой мир вообще. А вот такая вот штуковина, вот смотрите, плюс 500 огневая мощь, это подошло бы в третьем Mass Effect, к слову сказать, против другого Шепарда. В миссии, где другой Шепард. Вот там его убить невозможно. Вот единомоментно ему надо наносить большой урон, потому что он убегает, там все у него регенерирует. Вот там бы это подошло. А в первом Mass Effect, увольте, это не нужно. Это все не нужно. Это все не нужно. Что у тебя, криопатроны этот? Так, ну хорошо, держи вот эти усиленные криопатроны. Вот тебе усиленные криопатроны, тебе все усиленное. Так, все усилено. Так, с Кайденом мы разобрались. Идем теперь, куда мы идем теперь? Талия не нужна. Лиару. Разберемся с Лиарой. Так, у нее огонь до перегрева очень маленький, у этого импульсного оружия 10. Вот это, наверное, точность только чуть-чуть меньше. Вот это, да, вот это. Так. А вот это еще лучше. Стена огня. Урон менее значим, чем огонь до перегрева и точность, мне так кажется. Ну что, спектровская, его дадим ему? Ей. Да, наверное, дадим ей спектровской. Тут точность очень большая. Очень большая точность. Ну, если я передумаю и возьму Кайдена и ее. Кайдена и ее. За нее очень интересные диалоги. Очень интересные диалоги за нее вот в самом конце там. На Айлосе. Диалоги, связанные с наукой. Ну да. Два пистолета. Так. Уни-инструмент. Она наподобие Кайдена. У нее и уни-инструмент есть. И это вот у нее
есть. Биоусилитель. Так, и на нее тоже смотрим. Ну, Кайден-то забрал сейчас хорошую броню. Ей ничего не осталось. Так, что тут у нас? Медицинский интерфейс 5, да. По-моему, еще есть медицинский один. Вот он. Вот он. Так. И пистолет осталось ее улучшить. Так, что тут у нас имеется? Кинетический отдача. Рельсы, это нам не надо. Кинестабилизатор. Уменьшение отдачи. Все. Да, убого. Кинетический стабилизатор 5. Ну пусть будет 6 у тебя, что ли. Так, что у тебя? Полониевые патроны 6. Полониевые патроны 6. Ну пусть будут полониевые патроны 6. Что, давно не выпадали они полониевые патроны. Только их улучшенная версия, но там минус большой, то что оружие сильно греется. Всегда можно это выкинуть. Всегда можно успеть это выкинуть. Все, кажется. Посмотрел я. Ну, Тали нам не интересно. Да, Рекса поглядим тоже. Рекса поглядим в спокойной обстановке. На Рекса поглядим. Он все время использует автомат, и он, и Гарус, так что им дробовики, там снайперки им не нужны. Так. Ну вот, кстати, почему бы этим ребятам не дать пистолеты, вот. Пистолеты этого самого. Пистолеты Спектра. Вот явно лучше. Так, биоусилитель. Кроган. Так. Так, вроде все. Теперь остался кто у меня глянуть? Гарус. А до Тали мне нет дела. Я ее не возьму никуда, наверное. Не возьму ее никуда. Так, штурмовая винтовка. Криопатроны, проникновение щитов. Ну, их усиленную версию можно же взять. Снежная буря, вот они. Вот они, снежная буря. Ой, сколько этих снежных бурь тут. 80. Так. Ну, это лучше всех, конечно. Это оружие лучше всех. Так. Ну вот, пусть будет вот это вот. Пистолет вот я тебе возьму. Спектровский. Спектровский возьму. Вот он. Вот он. Теперь скандалиста посмотрим. Скандалиста похуже будет. У него есть такая винтовка спектровская. 7 уровня, 10-го не купил ему. Перезарядка умений важнее, наверное, все-таки. Турианец. Так. Ну чё, Тали? Ну, Эшли уже нету с нами. Тали. Вот это вот разрушитель. Чуть. Это еще лучше.
собственно, огня еще лучше. Кстати, она и дробовиком может пользоваться, эта дамочка. У нее пистолет и дробовик. У нее нет улучшений, потому что я ею не играю практически. Скандалист тебе. Инструмент. У нее отменная броня, просто великолепная просто броня. У нее интерфейс при помощи 2. Авиационная 16, физический урон. Защита от физического урона. Защита от физического урона. Кинетический экзоскелет. Я не особо-то вдаюсь вот в эти вот нюансы. Не особо вдаюсь. Так, ну все. Все. Вот и все. Летим на Айлос. Так, куда я иду? Туда не надо. Looking for supplies? What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. Я тебе дал лицензию гетов, у тебя нету гетского. Let's see what you've got. You bet, Commander. Вот давайте смотрим на интерес. Смотрим на интерес. А, кстати, можно носить с собой два типа брони, которая сильна от физического урона и которая сильна от тех биоурона. Можно с собой носить, почему нет? Шепард с собой может носить 150 предметов. То есть для Крогана 2, для Шепарда 2, для него 2. Ну, как бы мне это не надо. Ну, это можно делать. Так, надо сначала так погляжу. Нет, вот так я погляжу. Гетского ничего нет у него. Get Armory. Киншаса. В Киншасе что делают? Оружие, что ли? Нету ничего гетского у него. Все достаточно. Можно высадиться на Ферросе, на Навере. Ну, смысла нету. Смысла нету. На Навере, правда, хороший торговец, но на Цитадели они и лучше, их и больше. Так, летим на Айлос. Can't believe we stole the Normandy. I know we'll all be court-martialed if this doesn't work out, but part of me loves this. Та же самая реплика. Вот смотрите. Нельзя сесть, видите, кнопки нет. Я говорил об этом. Так, ну что ж. Все, я обошел, кажется, все системы. Все обошел, да. Вот потом, после всего, вот это появилось коричневое море, и это стиксак после всех вот выполненных планет, они появились. Айлос.
Так, тут нету пояса астероидов, ничего здесь нет. Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Well, stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Take us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's 2 clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least 100 meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Sarin is 20. 20 meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone! The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker? I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker, drop us right on top of that bastard. Кайден, оказывается, трусоват. Кайден и Тали трусоваты, а вот она смелая. Эшли тоже была смелая. Кайден трусоват оказался. Вот кого выбрать? Кого из них выбрать? Кого взять? Тали это технарь, она может подчинять гетов, но она слабая будет гибнуть. Вот это 2 биотика, их можно взять двоих. Вместе с Шепардом у него тоже биотика есть. 3 подъема, знаете ли, они будут летать, все время будут летать. Но зато они прокачанные, они улучшенные, все лучше у них, и 2 штурмовые винтовки у них. Мне проще с ними. Вообще в эти Mass Effect играю все время как воин, вот, стреляя оружием, убиваю оружием у всех. Все 3 части. Биотика там мне как-то не нравится. Неохота пользоваться ею. Так. Ну давай уж. Inside, now! We have to get inside this bunker before Sarin finds the conduit. There's no way we're getting past that door with brute force. Sarin found some way to open it. There must be some kind of security override somewhere in this complex. We'll have to find some way to get it up and running again. Я сейчас вот что скажу. Серия Mass Effect, она грандиозна. Это грандиозная игра. Какая к черту снайперка тебе? То есть серия Mass Effect, она просто грандиозна. Она грандиозна, она монументальна. Только в меня не стреляйте. Только в меня не стреляйте. А чё смоку-то? Ты зачем, Гет, стрелял в нашу Мако? Полечить, что ли, ее? Давай полечим. Почему нет? Полечим. У нас валом всего. Валом у нас
ее не вылечили, надо еще лечить. А, не восстановилась, смотрите. Возможность ремонта не восстановилась. Сейчас восстановится. Вот пока есть красные места на этом вот. Красные места пока есть. В левом нижнем углу экрана, вот на образе этого Мако, надо ее ремонтировать. Вот так, все. Все. Все, Мако в порядке. Мако фули в порядке. О чем я говорил, да, Mass Effect, эта серия, она грандиозна. Уже в первой части такие большие задатки грандиозности, эпохальности, монументальности. А вторая и третья часть, ребята, это просто глыбы просто, это не игры, это глыбы. Это так еще попроще. Первая часть. Может, я за их счетами стану. Ну, давайте, ребята, лупите по ним. По-моему, их автоматы лупят, как это вот, как снайпер. Только не по камням лупите, деятели. Посмотрите, какая красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо бежать, и вот тут есть где прятаться, между прочим. Тут есть где прятаться. Шагающий танк, где-то, как мы тебя прищучим. А что если поднять тебя? Поднимается. Подожди. Ах ты нехороший такой, а? Ах ты такой плохой, а? Убейте его. Не получается. Так, все. Вот графика вот этой вот последней части игры, вот эта графика, посмотрите, она подойдет вообще любой самой лучшей игре, она подойдет, эта графика. Самой лучшей игре она подойдет. Там на тему какой-то квест, какое-то приключение. Да, действительно грандиозная серия, все 3 части. У нас столько всего, что, знаете ли. Не, это не получится. А вот так получится. Вполне. Так, тут можно пойти. Как можно пойти тут? В 2 стороны можно пойти.
Такая графика украсит вообще любую игру. И кто скажет, что этой игре 12 лет? Кто такой скажет? А, вот эти гады. Ну, такое оружие, такое оружие, знаете ли, что... Вот там тоже кто-то есть. Такое оружие это у ребят наших. Там что такое? Все равно по части причудливости графики, вот причудливость, это лучше к игре Heavy Metal Fact 2, она тоже есть на канале, кстати говоря. Да елки-палки. Так, вот отсюда пришли. Ну, давайте здесь. Вот статуи, какие красивые статуи, смотрите, на Ктулху похожи, видите? На Ктулху похожи эти статуи. Управление шагающим танком. Ой-ой-ой, как получилось удачно. Типа танк будет нашим союзником. А где он? Штурмовой дрон Герман. Видите, как они снимают всех, ребята. Да, по части очаровательности Heavy Metal Fact 2 там графика более очаровательная, чем здесь. Ну, здесь тоже, конечно. Даже очень. Так. Так, это вот туда пройти можно. Туда пройти можно. А это нас возвращает в начало. Что здесь такое? Причудливый мир протеан. Протеане здесь жили. Это куда меня занесло? Куда меня занесло-то? А, туда можно идти, но туда я не пойду. Там враги. Так. Так. Так, мне надо вернуться, мне надо... Нет,
туда не хочу. Туда не хочу. Так, вот это тот проход, да? Вот это тот проход. Этот проход. Вот пришли мы откуда? Вот оттуда. Пришли вот отсюда. Так, отсюда пришли. Туда, вот здесь спустились, вот здесь. Здесь спустились. Хакнули там кетского шагающего танка. Что-то его пользы это не принесло. Так, вот так мы сейчас проходили и вышли куда-то. А вот это куда ведет? Вот это спуск. Это что тут? Здесь ничего, да? Здесь ничего. Это никуда не ведет. Это никуда не ведет. Вот сюда пойдем. Еще я вам советую тоже играть на канале Зов к духу. Там тоже причудливая графика такая вот. Ну, в смысле, причудливый мир игры. Причудливый. Да, я же тут был, да, я тут был. Так, вот я вернулся, чтобы понять, что, где, куда. Да, вот тут уже все я обыскал. То есть компьютерным играм им не хватает очень причудливых миров. Причудливых, необычных. Всякие Call of Duty, Warcraft и они не помогают, совсем не помогают. Они не помогают. Ну тут все, я тут все посмотрел, все. Туда, путь идет только туда. Вот это должно открыться. Вот надо открыть еще. Так. Ну здесь я только что прошел. Там еще нет. Сюда надо. Да, причудливых миров не хватает. Игр с причудливыми мирами их катастрофически не хватает. Так, вот вправо можно пройти. Здесь что? Здесь тупичок. Тупичок тут. Ага. Так. Запутаться очень просто запутаться. Так, вот я вот этот проход, вот так прошел я, прошел и сказал, вот здесь направо можно пойти. Ага, вот он проход, вот он проход. А здесь что за проход? Тут тоже проход. Вот так можно ходить тут тоже. Так, туда же вернулся. Вот туда. И все.
То есть вот так можно подняться, смотрите, вот так можно подняться. Вот так. И вот с той стороны тоже можно. Да, вот здесь можно. Забраться, зачем нам забираться? Если бы вот так было. А давай-ка мы тебя подбросим, а? Ты уже извини. Get armory. Так. Так. I've lost shields. Давайте, ребята. Только не по стенке, черт тебя побери. Не по стенке же. Убили их, да? Так, вот смотрите. Вот оттуда мы пришли, вот оттуда. Вот здесь место. Здесь место. Даже в мире протеан требуется навык дешифровки. Ты снайпер. Много. Много. Много их, да? Много их. Все, что ли? Так. Так, вот здесь что-то было. А, вот. И так можно пройти. В этом причудливом месте. Так. Лифт, что ли? Да, лифт. И что тут такое? Ящик. Не вышел. А вот сейчас вышел.
поэтому не хочет он спрыгивать. На кого ты похож? На ктулху ты похож. Ну, тут надо лифтом пользоваться. Так, куча проходов. Вот так. И вот так. Вот тут нам предлагали подняться. И так поднялись. Угу. Вот оно же сюда. Сюда. Тут подняться не предложат, потому что это тупик. А вон тот сундук, который мы открыли, ящик. Вон он. Бездны. This place still has power. It must be running off its own generator. I bet this is the command center for the entire complex. Saren's troops must have sealed the doors from here after he went inside. We'll have to figure out how to disengage the security lockdown if we ever want to get inside that bunker. Там что такое? Геты. По стенке, как они видят, да? У них не перегревается оружие у наших ребят, потому что у них у обоих антифрикционные материалы. Ну, давайте, ребята. Видите, что ли? Что тут еще? А, вон он. I've lost shields! Кого они нашли? А, вот он. I've lost shields! Это кто там? Что с ним? Лег он тоже, да? Прилег. Он тоже прилег.
Он тоже прилег. Так, мы вышли отсюда. Мы можем этот танк подчинить себе. Вот отсюда мы вышли. A lot of people died here long ago. Now it's time for a lot of death to join them. Высокая. Высокая, говоришь, да? Вот так. Ну, Гет, наш друг. Шагающий. Гет, который шагающий. Вот наверх можно подняться. И здесь вот наверх можно подняться. Угу. Высокая, да? Ну, высокая, ну понятно, что высокая. Повести должно. Второй Гет. Второй шагающий. Шагающий Гет наш. Они идут подряд, видите? Еще один Гет. Сколько у нас союзников? Тут явно бой предстоит. Вот они будут нашими союзниками. Так, это что за проход? Мы отсюда пришли? Нет, не пришли. Высокая. Что высокая у нас? Столько у нас всего, что... Вот так. По-моему, я все взломал уже, всех где-то взломал. Так, я пришел вот отсюда, да? Вот отсюда я пришел. С этой стороны два выхода наверх. И вон там какой-то проход. Прежде чем идти наверх, я иду сюда. Видите? Почему бы наверх не подняться? Почему бы наверх не пойти? Вот этого места, вот это вот важное место. Вот оно, важное место. Здесь тоже что-то. Не, это просто в бою это можно использовать, чтобы удалиться от них. Так, надо в тот проход. Раз, два, да? 3, 4.
4. 4 танка гетов, это совсем неплохо. Так, вот одно вот здесь, где мы сейчас были, там это переговорное устройство какое-то, и другое вот куда мы сейчас идем. Сначала я пойду туда, сохраню на всякий случай. А, пока закрыто. Пока закрыто. There's something in the air here. Death is on the wind. It's a good place for killing. It is a good place for killing. Killing machine. Так, где это было? Вот здесь это было. Ну, геты сюда не придут в любом случае. Come on, Saren's already got a head start. We have to go find him before he reaches the conduit. Unless he's already found it, then we're just walking into a trap. That's a chance we'll have to take. Hold on. Something's happening. Too late. Unable to... Invading fleets. No escape. Sounds like some kind of message, but I don't recognize the language. It's probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder we can't understand it. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Incredible. The cipher must have transferred an understanding of the Prothean language into your mind. Not safe. Seek refuge inside the archives. What's it saying? Can you make out anything useful? Fought Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit. All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. Cannot be stopped. Cannot be stopped. Все. Так, геты, наши любезные геты. Вы нам поможете теперь? Любезные геты. А, тут тоже можно подняться наверх. И все, да, и все. Ничего больше. Так, делаем попытку выйти, и появятся геты, явно. Ну, танки нам помогут. Танки нам помогут. А мы поднимемся обратно наверх. Вот что-то тут мигает. А, вот открылось уже. А почему геты не активировали своих шагающих танков? Наверное, потому что мы туда не подошли. Все 4 танка живые. И все на нашей стороне. А, мы вернулись назад. Если что, бегом вон туда. Так. Куда идти? Куда идти? Не понимаю, куда идти. Все, лифт не активен. Куда идти-то? Что-то я совсем не соображаю.
транспортеру, да? К транспортеру. К транспортеру. Who votes we take the vehicle into the creepy underground bunker? Good idea. The firepower. Вон оно что. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just haven't run into it yet. What are all those things on the wall? Some kind of containers? They look like stasis pods. The Protheans probably tried to keep themselves alive through cryogenic freezing. Something must have gone wrong, though. Все, да? Вот с такого огромного расстояния можно убить с помощью этого мако. А если выйти, поглядеть, а смысла нету. Смысла нету в этом. Так, куда теперь? Что-то странное впереди. What's happening? It's a trap! Saren must have set an ambush. I don't think Saren's behind this. Так, ход. Ну, туда явно нельзя идти. Явно вот туда нельзя идти. Подожди, с обеих сторон. Хорошо, что я не дал задний ход. Хорошо, что я не дал задний ход. С обеих сторон. Может, оно смертельно, это вот это нечто, завеса это смертельно может. Не знаю, не хочу испытывать. What do you think we're gonna find down here? It has to be useful if it specifically targeted us. Don't get your hopes up. The only thing we can depend on right now is ourselves.
что-то наподобие того, что уже было. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you, unlike the other that passed recently. Perhaps there is still hope. Wait a minute. How come I can understand you? Why aren't you speaking the Prothean language? I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment, but that is likely to change. Soon, nowhere will be safe. Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system, with personality imprints from Kesad Aishan, Chief Overseer of the Ilos Research Facility. Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. The Citadel is the heart of your civilization and the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization that came before us. But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay, one that links to dark space, the empty void beyond the galaxy's horizon. When the Citadel relay is activated, the Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. How come nobody ever noticed the Citadel was an inactive mass relay? The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly benign organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. Reliance on the Keepers ensures no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated and the Reapers invade. Вот соларианцы, кстати, хотят все время разузнать это, хотят взломать этих хранителей соларианцев. How do the Reapers survive out in dark space? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This allows them to survive the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel relay is activated. The Reapers can wipe out the Council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. The Reapers seized control of the Citadel, and through it, the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated, cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. The war was lost. If you had surrendered, they might have let you live. No offer of surrender was ever given. Our enemy had a single goal: the extinction of all advanced organic life. Through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is power, and they knew everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control. Taken in as refugees by other Protheans, they betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. I don't understand.
Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Everything of value, all resources, all technology was taken. Certain that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel relay into dark space, sealing it behind them. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independent thought, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. You said you brought me here for a reason. Tell me what I need to do. The conduit is the key. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top-secret facility. Here, researchers worked to create a small-scale version of a mass relay, one that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. Conduit's not a weapon. It's a backdoor onto the Citadel. How did you manage to stay hidden? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. We severed all communication with the outside, and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years passed, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. You should have fought. We were a few hundred against a galactic invasion fleet. Our only hope was to remain undetected. I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. You just shut them down? You killed them? You couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency programming entered on my creation. I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left, far too few to sustain a viable population. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning. A way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign.
Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. I'll take Sovereign down. Somehow. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel's security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Wait, where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. If the Reapers are trapped in dark space, how did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. Keeping its existence hidden, it would evaluate the state of galactic civilization. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The Keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Why all this secrecy? Why not just attack the Citadel? Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a Reaper couldn't survive such odds. But the Reapers are patient. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers, but I doubt he was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say. But it is determined to reopen the portal to dark space. What about the beacon on Eden Prime? And the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacons spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out a message. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. If there were survivors, we had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. So when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations, perhaps the very first. Perhaps they responded well to indoctrination, or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. But the Keepers are no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. When the Protheans altered the Citadel's signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Sovereign must have realized that organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like the Geth would be more predictable. What happened to the survivors from the Conduit Project? They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction.
so they were trapped on the station. I do not know what became of them then. It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered a slow, grim death. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Saren's got enough of a head start. Grab that data file and let's go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Круто. Круто. Ну, наверное, что, наверное, я остановлю запись. Долго уже. So many races looked up to the Protheans as paragons of civilization. They were fooled by the Reapers, just as we were. They failed. Keep it moving. I got no intention of ending up like them. Так, ну прежде чем двигаться дальше, я сохраню. A lot of people died here long ago. Now it's time for a lot of Geth to join them. This place feels wrong to me, and not just because of the Geth. Ну все тогда. Так, красивая игра. Так, всем пока, я продолжу. Будьте здоровы.